Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое главные члены предложения, а именно подлежащее и сказуемое. Также рассмотрим типы сказуемых. Члены предложения бывают, как я уже говорил, главные и второстепенные. К главным относятся подлежащее и сказуемое, ко второстепенным относятся дополнение, определение и обстоятельства. Подлежащее – это главный член предложения, обозначает предмет, явление или понятие. Грамматически соотносится с сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа «кто», «что». Предложение подчеркивается одной чертой. Например, Петя ел. Петя является подлежащим. День. День является подлежащим. Трое друзей уехали путешествовать. Трое друзей являются подлежащим. Пришла осень. Осень является подлежащим. Рассмотрим способы выражения подлежащего. Существительное в именительном падеже. Например, настала ночь. Прилагательное в именительном падеже. Добрый зла не помнит. Местоимение в именительном падеже. Они уже видели этот спектакль. Числительное. Трое школьников ждут автобус. Неопределенная форма глагола или инфинитив. Учиться всегда пригодится. Синтаксически неделимые словосочетания. Например, мы с отцом пошли на рыбалку. Или так прошло несколько лет. Фразеологические сочетания. Бабье лето наступило. Целое предложение. Быть лучшим – его кредо. Междометие. Его обчхи всех напугало. Также важно учитывать, если подлежащие и сказуемые выражены существительными в именительном падеже, нужно заменить каждое слово формой творительного падежа, чтобы узнать, которое из них сказуемое. Например, Андрей – студент. Мы ставим каждое слово в творительный падеж и получаем Андреем – студентом. То есть Андрей является студентом, подлежащий у нас Андрей. Сказуемое – это главный член предложения, обозначает действие, признак, качество, состояние предмета или явления, названного подлежащим. Зависит грамматически от подлежащего, отвечает на вопросы, что делает предмет, кто он такой, что он такое, что с ним происходит, каков предмет и тому подобное. Сказуемое подчеркивается двумя чертами. Например, Петя ел. Ел является сказуемым. Море шумит. Шумит является сказуемым. Кошка играет с игрушкой. Играет является сказуемым. Типы сказуемых. Рассмотрим типы сказуемых. Простое глагольное. Лексическое и грамматическое значение выражены глаголом. Например, мы завтра пойдем в театр. Пойдем является сказуемым. На уроке она читала книгу. Читала является сказуемым. Составное глагольное. Состоит из вспомогательного глагола, например, начать, закончить, перестать, продолжить, желать и тому подобное. Выполняющего грамматическую функцию. Инфинитива. То есть неопределенного глагола, например, плакать, смеяться. Собственно, и называющего действия. Именно в нем и содержится лексическое значение. Например, она закончила плакать. Закончила плакать является составным глагольным сказуемым. Или она начала смеяться. Начала смеяться является составным глагольным сказуемым. Он продолжил делать уроки, и я рад встретить тебя. Составное именное. Главный член предложения, состоящий из глагола связки, нулевой связки и именной части, выражены существительным, прилагательным местоимением, числительным, наречием или причастием. Способ выражения глагола связки. Грамматическая часть составного именного сказуемого – глагол связка. Например, быть, буду, будешь, будет, будут, будете, была, было, были и тому подобное. Эту же роль могут выполнять и некоторые другие глаголы полусвязки. Например, казаться, становиться и тому подобное. Глагол «быть» стоит в необходимой грамматической форме. Например, он был весел. Он был любитель посмеяться. Она хотела стать учителем. В примере «он был весел» глагол связка – это «был». В примере «он был любитель посмеяться» глагол связка также «был». Она хотела стать учителем. Глагол связкой «хотела стать». В настоящем времени в русском языке не принято писать «он есть весел». Используется нулевая связка «он весел».
то есть без «есть». Способы выражения именной части. Существительное в именительном падеже, творительном падеже, например, «он мастер», «он стал мастером». Прилагательное – полное, краткое, в форме степени сравнения. Например, кофе хорош, он выглядит хорошо, море чудесное, синее нежное. Имя числительное – пришел пятым. Он был вторым в очереди. Местоимение, например, кто эта девушка? Это дом мой. Причастие. Задача была решена. Земля устлана осыпавшимися яблоками. Наречие. Дело было не впроворот. Или «я не кстати». Фразеологизм. Он какой-то ни рыба, ни мясо. Или он не в себе. Синтаксически неделимые сочетания. Например, мальчик был высокого роста. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо выделить подлежащее и сказуемое. В следующих предложениях ученики старательные и трудолюбивые. Спектакль окончен, мы стали студентами и так далее. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!